В службу спасения животных позвонил мужчина и сообщил, что увидел в куче мусора бездомного пса. Питомец питается объедками и выглядит просто ужасно. Волонтеры тут же выехали к указанному месту, чтобы забрать собаку. Посреди старых вещей и рваных газет, на грязном куске тряпки спала, свернувшись клубочком, несчастная бездомная собака. Волонтеры подошли к ней поближе, тогда песик посмотрел прямо им в глаза. Это было очень грустно и трогательно. Собаке нужна была помощь и забота. Волонтеры поняли, что его нужно обязательно забрать из этого места, но как это было сделать, если он не доверял людям? Даже предложенный кусочек мяса он поначалу боялся взять и прикоснулся к руке человека робко и неуверенно. Только через мгновение пес понял, что его не хотят обидеть, а пытаются помочь, поэтому, когда волонтеры накинули на его шею тонкую шлейку, чтобы забрать четвероногого бродягу с собой, он позволил это сделать. Найденыша назвали Чика. Когда он вставал, волонтеры внимательно наблюдали за ним. Им было важно убедиться, что пес в порядке, и у него нет каких-то травм. К счастью, Чика был здоров, несмотря на условия, в которых он находился. Он неуверенно шел за новыми знакомыми, которые желали ему добра и хотели помочь. Глядя на пса, можно было сказать, что он нервничает, покидая привычное ему место, хотя мусорная куча совсем не то, что действительно заслуживает наш герой. В конечном счете Чика разволновался так, что его пришлось взять на руки и посадить в машину. С каким же страхом и недоверием он смотрел на людей, отправляясь в приют. Впрочем, ему очень понравились водные процедуры, и он совсем не возражал, когда его мыли. А после пес отдыхал, чувствуя, что теперь у него начинается новая жизнь. И знаете, он не ошибся. Вскоре волонтеры нашли псу дом с любящими хозяевами, где ему наконец-то смогли подарить любовь и тепло. Когда его пришли проведать, то просто не поверили своим глазам. Чика весело бегал по двору, играл и радостно вилял хвостиком. От грустного пса, которого не так давно нашли среди груды мусора, не осталось и следа. Дорогие зрители, если вам понравилась история, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания.